Море не прощает ошибок, но еще меньше оно терпит самонадеянность. Сергеич знал это лучше, чем молитву «Отче наш». Его руки, покрытые сеткой белесых шрамов и въевшиеся в пары мазутной грязью, напоминали старую корягу, выброшенную на берег после долгого шторма. 40 лет он выходил в эти воды, 40 лет он вел диалог с бездной, которая кормила его семью, но в любой момент могла забрать его самого в качестве платы. В то утро Японское море притворялось спящим котенком. Вода была настолько гладкой, что горизонт стирался, и казалось, будто старый баркас, смелый, парит в бесконечной синеве, где небо и океан стали единым целым. Это была та обманчивая, звенящая тишина, которую старые моряки любят и ненавидят одновременно. Сергеич, щурясь от яркого солнца, поправил кепку и бросил взгляд на эхолот. Рыба была, но шла глубоко. Он отошел от берега миль на 5. Дистанция привычная, почти домашняя. Старый дизель, верный, но капризный зверь, ритмично отстукивал свои такты. Тух-тух-тух-тух. Этот звук был сердцебиением лодки, гарантией жизни. И вдруг ритм сбился. Двигатель словно поперхнулся, выдал серию натужных, скрежещущих звуков, чихнул густым облаком черного дыма и замолк. Тишина, наступившая следом, была оглушительной. Это не была тишина покоя, это была тишина вакуума. Слышно было только, как вода лениво плещется о деревянные борта. «Ну, старый черт!» — проворчал Сергеич, вытирая руки ветошью. «Опять форсунки?» Он не испугался. Страх — эмоция для новичков, а Сергеич был профессионалом. Он спокойно достал ящик с инструментами, привычно матерясь под нос, и наклонился к моторному отсеку. В его голове уже выстраивался план ремонта. Продуть, подкрутить, запустить. Дело на 20 минут. Он даже не успел коснуться гаечного ключа. Удар был чудовищной силы. Казалось, что смелый на полном ходу налетел на подводную скалу, хотя Сергеич знал, здесь глубина такая, что можно утопить небоскреб. Рыбака швырнуло на палубу. Инструменты с грохотом разлетелись, гаечный ключ звякнул и исчез за бортом. Деревянный корпус баркаса жалобно затрещал, словно живое существо, которому ломают ребра. Сергеич, кряхтя, перекатился на живот и схватился за планшир, пытаясь подняться. В голове звенело. «Какого дьявола?» — прохрипел он, сплевывая солоноватую слюну. Он посмотрел за корму и почувствовал, как ледяной холод, не имеющий отношения к температуре воды, сковал его внутренности. Из черной, непроницаемой глубины, разрезая гладь воды, как раскаленный нож масла, поднялся спинной плавник. Он был огромным, почти 2-метровым, черным и блестящим. За ним показалась гладкая, мощная спина с характерным серо-белым пятном за плавником. Касатка. Ортинус орка. В мореходках их называют китами-убийцами, и не ради красного словца. Сергеич видел касаток раньше, но издалека. Они обычно шли транзитом, играя в волнах, не обращая внимания на жалкие суденышки людей. Но это была одна, и она была огромной. 6 тонн идеальной, эволюционно отточенной машины для убийства. «Уходи», — прошептал Сергеич, чувствуя, как дрожат колени. «Иди своей дорогой, зверюга». Но она не уходила.
Хищник развернулся, описав широкую дугу, и вода забурлила от мощи его хвоста. Касатка набрала скорость. Сергеич вцепился в борт, ожидая удара, который разнесет его старую посудину в щепки. Бам! Касатка врезалась тупой мордой прямо в тронец лодки. Удар был глухим, тяжелым, сотрясающим каждую доску, каждый гвоздь. Баркас клюнул носом, зачерпнув немного воды. «Не возьмешь! Живым не возьмешь!» — орал он, размахивая багром, словно копьем. Касатка всплыла у самой кормы. Сергеич увидел ее глаз, маленький, темный, неожиданно умный на фоне огромной черно-белой туши. В этом взгляде не было ярости акулы. Там было что-то другое, что-то холодное и расчетливое. Она не пыталась перевернуть лодку. Она уперлась головой в усиленную часть кормы, прямо рядом с винтом мертвого двигателя. Вода вокруг нее вскипела белой пеной. Могучие мышцы спины напряглись, хвост заработал с невероятной амплитудой. Баркас дрогнул и пошел вперед. Сначала медленно, потом быстрее. Касатка толкала его. Сергеич застыл с занесенным багром. «Куда? Куда ты меня прешь?» — выдохнул он. Он взглянул на компас. Юго-восток. Прямо в открытый океан. Прочь от берега, прочь от людей, прочь от спасения. Она тащит меня на глубину. Догадка обожгла мозг. Она хочет утащить меня туда, где никто не найдет. Поиграть. Разобрать лодку на куски. «Отпусти! Отвали!» — орал старик, тыкая острием в скользкое тело. «Чтоб ты сдохла!» Это было бессмысленно. С таким же успехом он мог пытаться остановить товарный поезд зубочисткой. Касатка работала с пугающей методичностью. Равномерные толчки, мощное дыхание. Пфф! Когда она поднимала дыхало над водой, брызги, летящие в лицо обезумевшему рыбаку. Минуты складывались в часы. Берег превратился в тонкую полоску, а затем и вовсе растворился в дымке. Теперь вокруг была только вода. Бесконечная, равнодушная вода. Сергеич выбился из сил. Багор выпал из его ослабевших рук. Он осел на палубу, прижавшись спиной к рубке. Сердце колотилось где-то в горле, но адреналин выгорел, оставив после себя пустоту и черную меланхолию. Он достал пачку сигарет. Руки тряслись так сильно, что он сломал 2 спички, прежде чем смог закурить. Горький дым наполнил легкие, принося призрачное успокоение. «Вот так, значит», — думал он, глядя на бурлящий за кормой след. 40 лет в море, а умру как наживка. Даже могилы не будет». Он вспомнил жену, Марию, ушедшую 5 лет назад. Вспомнил дочь, которая давно жила в городе и просила его продать лодку. «Пап, ну хватит уже, опасно ведь». Права была Ленка. Ох, как права. Касатка продолжала свою работу. Она толкала баркас уже больше часа. Зачем? Зачем тратить столько сил? Почему она не перевернула его сразу? Может, она тащит его к стае? К детенышам, чтобы научить их охотиться? От этих мыслей волосы на затылке шевелились, несмотря на жаркое солнце. Солнце? Сергеич поднял глаза. Солнце все так же ярко светило, но что-то изменилось в воздухе. Стало тяжелее дышать. Давление падало, или это просто страх сдавливал грудь? Вдруг, так же внезапно, как и началась, гонка прекратилась. Последний мощный толчок, и лодка по инерции проскользила еще несколько метров по инерции. Шум воды стих.
Касатка всплыла рядом с бортом. Теперь она просто лежала на воде, тяжело дыша. Фонтан брызг из дыхала взлетел в воздух, создав на секунду маленькую радугу. Она повернулась на бок, и Сергеич снова увидел ее глаз. Ему показалось, или в этом взгляде теперь была усталость. «Что, все?» — прохрипел рыбак, не смея пошевелиться. Наигралась. Касатка медленно, величественно подняла хвост над водой и, не создав ни единого всплеска, ушла на глубину. Черная тень растворилась в синеве, оставив Сергеича одного в 10 милях от того места, где заглох мотор. Тишина вернулась, но теперь она была другой. Она была зловещей. Сергеич, шатаясь на ватных ногах, поднялся во весь рост. Он был жив. Лодка была цела. Он был черт знает где, но жив. Ушла. Он нервно хохотнул. С ума сойти. Он повернулся, чтобы посмотреть назад, в сторону берега, откуда его так грубо и настойчиво уволок морской гигант. И смех застрял у него в глотке, превратившись в хрип. Там, где он был час назад, мира больше не существовало. Горизонт исчез. Небо, которое над головой Сергеича все еще оставалось ясным, там, в 5 милях позади, рухнуло в море. Это была стена. Черно-фиолетовая, клубящаяся стена тьмы, прорезанная неровными зигзагами молний. Вода под ней была белой от пены. Белый шквал. Редкое, страшное явление. Внезапный, локальный шторм невероятной разрушительной силы, который формируется за считанные минуты. Он падает с неба, как молот, разбивая корабли, ломая мачты, переворачивая суда, как детские игрушки. Он не предупреждает. Барометр падает, когда уже слишком поздно. Сергеич смотрел, как вдали, именно в том квадрате, где заглох его смелый, бушует ад. Вихрь поднимал тонны воды в воздух, смешивая их с облаками. Если бы он остался там, если бы он чинил мотор, от его баркаса не осталось бы даже щепок. Он ушел бы на дно за секунды, придавленный чудовищным давлением воздуха и воды. Шансов выжить в этом мясорубке на его старой посудине было 0. Абсолютный 0. Холодный пот пробил рыбака. Он перевел взгляд на спокойную воду вокруг лодки. Здесь, в 10 милях от эпицентра, был лишь легкий ветерок и слабая зыбь, отголоски далекой ярости. Картинка сложилась в его голове, яркая и пронзительная. Зверь, которого люди называют убийцей, потратил час своей жизни, сжег колоссальное количество энергии, рисковал собой, толкая тяжелый неудобный груз. Не ради еды, не ради забавы, а ради жизни, жизни чужого, непонятного существа. Сергеич опустился на колени прямо на грязную палубу. Он смотрел на свои руки, которые только что сжимали багр, пытаясь ранить спасителя. Стыд, жгучий и невыносимый, смешался с безмерной благодарностью. «Прости меня», — прошептал он в пустоту. «Прости меня, родная». Его плечи затряслись. Из глаз, которые не плакали даже на похоронах жены, потекли слезы, прокладывая светлые дорожки на обветренном грязном лице. Старый рыбак плакал, глядя на бушующий вдалеке горизонт, и впервые за 40 лет чувствовал себя не хозяином моря, а его маленьким, глупым ребенком, которого строгая мать вовремя отшлепала и отвела от края пропасти.
Шквал утих так же быстро, как и начался, оставив после себя рваные облака и успокаивающееся море. Сергеич еще долго сидел на палубе, прежде чем поднялся. Он знал, что мотор заведется. Теперь он точно знал, что все будет хорошо. Он достал из кармана смятую пачку сигарет и, подумав, выбросил ее за борт. Затем порылся в рундуке, нашел банку сгущенки, свой неприкосновенный запас, пробил в ней 2 дырки ножом и вылил густую сладкую струю в воду. «Спасибо», — сказал он громко, обращаясь к глубине. «За рыбу, за жизнь, за урок». «Смелый», — завелся с полоборота, словно и не было никакой поломки. Сергеич развернул лодку к далекому, едва видимому берегу. Он возвращался домой. Но он знал, что часть его навсегда осталась там, в открытом океане, рядом с черным плавником безмолвного хранителя. Дорогие друзья, если эта история тронула вас, если вы почувствовали соленый ветер и мощь океана, пожалуйста, поставьте лайк.